Всем привет! Сегодня вот такой вот объект буду делать. Выемку грунта уже сделали до меня при помощи погрузчика. Я продолжу дальше все остальные этапы. Более подробно про разбивку я уже заснял на канале, выложил. А продолжу с установки бордюров. Всем приятного просмотра. Итак, после разметки я приступаю. Была подготовка под бордюры сначала, потому что тут где-то надо было подсыпать С12, где-то откопать еще, чтобы было ровный слой бетона. А то если мы так все оставим, как мы выкопали, без подготовки, то будет где-то слой бетона вот такой, где-то никакой. Поэтому сразу делаем подготовку, чтобы слой был равномерный. Слой я делаю, стараюсь делать 6, но главное не меньше. Типа 6, там может где-то 8-10, короче, от 6 до 10 сантиметров. Всегда начинаю укладку бортов с угла, если они есть. Они всегда есть, конечно же. Бетон делаю сам. Смесь С12, 4 лопаты и цемента 1 лопату. Вода по вкусу. Вставляем. Скоро уже приедет молоток побольше. Такой же фильм. Жду не дождусь, если честно. Но этот молоток, кстати, он маленький. И все там ржут в комментариях, что возьми молоток посерьезнее. Но он 700 грамм. То есть у меня был молоток такой здоровый с виду, но он тоже был 700 грамм. А этот малюсенький, но тоже 700 грамм. Поэтому я им дорожный обсаживаю нормально. Надо по вертикали равнять, во-первых. Потом, если я буду состыковаться, то есть они будут криво стоять. И во-вторых, плитка может типа не влезть. Она будет завалена и типа, вот допустим так. И вроде бы как здесь места хватает для плитки, а там он дальше не залезет. Так, что у нас тут? Тут у нас уклон туда, а тут ровно. Здесь получается, тут перепад надо запиливать, чтобы они состыковались ровно. Хоп. Не состыковочка. Ладно, тут лучше вынять его, короче, и подчесать. Что-то уже вырисовывается. Зазорчик вставляем такой искусственно. Так регулируем, чтобы при каких-нибудь колебаниях весенних, чтобы оно не поломалось. И подгоняем, чтобы было все красивенько. Эти дырки замазываются, просто их не видно. Поэтому их лучше сделать для удобства монтажа. Потому что если их до конца ровно делать, то приходится болгаркой потом, чтобы подрезать, доставать, потому что она не достает до конца. А тут если вот этот зазор есть, то болгарка достает, и все, удобнее работать. Тут у нас уклон в эту сторону и в эту, то есть тут будет как домик. Такой хоп-хоп, надо будет бордюр подрезать. Поэтому я отсюда не начну, чтобы мне там, если я оттуда начну, то есть закончится здесь, чтобы кусочек не вставлять, то я типа сразу с центра этого начну. Все, теперь очень важная часть тоже, это обойма.
Ее можно сделать пожиже, но это не сильно жиже, потому что досок у нас так нету много. Их надо будет убирать, чтобы это все не растеклось. Нитку пока не снимал, чтобы потом я когда прессую, она может бордюрчик двигаться, чтобы потом подровнять можно было. И вот такие вот зигзаги я тут накрутил. Подрезка. Один целый. Подрезка. И то тут я не помню, был целый или тоже кусочек подрезался. Получается вот 3 метра, и каждый борт подрезать пришлось. Тут каждый борт типа подрезать. Тут один только не подрезать. Ну тут пару штук нормальных, целых. А так почти везде. Борт подрезка, каждый борт подрезка. Вот такие вот везде уголки у меня запиленные. И внутренние, и внешние, из половинок. Там не получилось, там так. Итак, у нас подготовка основания. Про основание получается. Еще часто спрашивают, какой я делаю пирог и слой подсыпки, какое корыто копаем. Если мы потом дорожки делаем примерно на уровне земли, которая была, то мы выбираем 30 сантиметров, 20 сантиметров засыпаем S12 или PGS, и получается, ну, еще 5 сантиметров на CPS. То есть получается у нас 20 сантиметров подушка из S12, 5 сантиметров CPS, ну, и то потом плитка, и все, и мы вернулись обратно на эти 30 сантиметров на уровень земли. Чаще всего выше земли делают. В некоторых случаях прям сильно выше надо подсыпать. То есть получается минимальная подушка это 20 сантиметров. Ее в принципе хватает, чтобы минимизировать пучения какие-то, если нормальные грунты. Ну, и глина, например. Итак, я водичкой пролил, чтобы лучше утрамбовалось, и прошелся там частично трамбовкой. Там за один раз я все трамбануть не могу, потому что перегреется, это моя китайская штучка. Надо поберечь. Воду проливать обязательно, потому что если без воды, то плохо утрамбовывается. Он там типа вал какой-то катится, пылище, но не утрамбовывается. Проливать надо до такой степени, чтобы все основание было уже до конца влажное. То есть мы, если чуть-чуть водичкой прольем, там сверху чуть-чуть намокнет, а дальше будет сухое, этого мало. Надо полностью проливать, чтобы прям до конца основания. Например, вот сейчас тут покажу. Ну, тут копать-то я не буду, тут тяжело. Где-нибудь тут начну. Вот. Типа мы будем копать. Ну и там видно, что оно все прям до конца мокрое. Это хорошо. Там можно еще иногда перелить воды. Допустим, вот тут у нас нижняя точка, я сюда перелил, то трамбовка тут буксует. Это само по себе не страшно, но просто надо будет подождать, пока не уйдет вода. Тут я еще вот не проливал. То есть, если вот тут где-нибудь копнуть, скорее всего, это не до конца будет пролито. Ну вот, типа вот с краешку. Типа, тут мало воды попадало. И вот там уже вот сухое. Если видно, маловероятно, что видно.
Тут надо добавлять еще воды, иначе она будет плохо утрамбовываться. А так трамбовать по поводу сколько раз проходить. Сколько раз проходить, тут нет такого понятия, надо смотреть визуально, чтобы уже, когда мы проходим трамбовкой, допустим, один раз прошли, следующий слой идем, следующий круг, допустим. Если еще уплотняется, значит еще следующий идем. Так, после того, как прошелся трамбовкой, расстилаю ЦПС. ЦПС из сеянного песка. В этом случае там второй класс. Типа не первый, а второй. Там больше камушков. Ну ничего, сойдет. Даже S12 сойдет, если сильно надо. Так. От ЦПС до бортов делаю 5 сантиметров. Плитка шестерка. 1 сантиметр на усадку. Все, тянем чистовую. Тут слой уже будет такой до сантиметра примерно. Фу, какая погодка офигенная. То снег, то что-то тепленько уже стало. Ветер сопли выдувает. Еще осталось ту площадочку подготовить. Там квадратов 15. И можно класть. Но всего подготавливал, не знаю, квадратов 40, наверное. Может, меньше. Ну, а там вот, кстати, тоже сыграл. Получается, дорожка, ну, тут заканчивается. Ну, если вести, то тут будет подрезка. И там подрезка. А я вот тут, типа, смещу. Здесь эти вот кусочки повставляю. А тут... И тут не будет подрезки. Вот такие хитроумные сплетения. В общем-то, что, я за вчерашний день сделал ту всю площадку. Сейчас у меня осталось только где-то 15 квадратов за сегодня. Потом чуть-чуть подрезки поделаю. Ну и завтра уже буду заканчивать с подрезкой, засыпкой. Сегодня засыпка уже точно. Думаю, может, где-нибудь там в конце дня позасыпаю что-то чуть-чуть. Намочила нам селитра это всю плиточку. Поэтому перенесу на завтра. Завтра вроде бы сухо все обещает. Хотя и сегодня обещали сухо. Подрезочка у нас тут на косую. На косую всегда сложнее. Типа по прямым, то там легонечко все туда-сюда. На косую есть нюансик в том, что получаются зубчики какие-то постоянно.
Ну, то есть я могу отрезать так полоску, а на самом деле чуть-чуть ошибусь, и она будет прям кривая. Поэтому стараюсь делать хотя бы в одну линию. Как это сделать? Ну, вот выставляю кирпичики сначала, так как они будут потом стоять. Тут можно 2 штучки отмерить крайние и посерединке уже полосочку провести. И она уже должна стать так, как надо. Вот, наложил. Уровня у нас хватает где-то до этой. Здесь мы померяем. То есть вот эту точечку поставим. И вот тут вот крайнюю точечку поставим. И между ними соединим. Так. Ну и все. И эти уже плитки я не буду вымерять, которые посередине. Они уже автоматом отрисовываются. Во-первых, не трачу время. Во-вторых, у нас полоса получается у всех плиток одинаковый угол. То есть типа нету таких переломов. Потому что я там с погрешностью могу одну плитку в этом направлении, вторую. Ну типа это будут такие ломаные линии. А так будет одна прямая линия. Ну, сейчас я их отпилю, вставлю. Посмотрим, что получилось. Итак, эти штуки напилякал. Перед тем, как пилить, я их еще отмечаю цифрами, чтобы потом их не перепутать, где куда. Ну, их-то потом можно распределить, конечно. Чтобы долго не думать. Еще выставляем. 4, 3. Все накидал. И как бы неплохо так все в одну линию легли. Эти осколки мы пособираем и будем сейчас целиться. Может где-то куда-то что-то подойдет. Потому что все-таки это одна и та же полоса. О. Оп, уже сюда у нас есть. И пилить не надо. И наклон совпадает. Это у нас не пойдет вот сюда вот. Когда мы вот эту вот допилим новую, сюда вот нормально войдет. Здесь у нас будет кирпичик сюда. Пока не пойдет, но потом может зайдет. Ну, тут получается чуть-чуть. Тут слишком близко к тротуару, к борту. Здесь как-то далековато. Подрезал. Получается, в итоге я потом еще пройду болгаркой, чтобы шов был равномерный. Что тут где-то вот вымерял. Вот тут вот красиво, там вот уже вплотную, там вообще не лезет. Сейчас мы пройдемся. Ну все, остался только засыпка швов. Тут часик-полтора, да и конец объекта. Ну, швы заметаю, естественно, своим уже нынче любимым горынычем, потому что раньше давным-давно я заметал сеянным песком, но этот сеянный у нас не такой уж и сеянный. Там этих камушков куча. Если еще старый город, куда ни шло.
Но кирпичик это прям боль. Чтобы кирпичик... Блин, ножик я забыл где-то. А так, если плитка кирпичик шестерка, то кварцевого песка сюда очень немного надо. Стоит недорого, и он залетает очень хорошо. Ну все, сейчас вот швы зафиксируются. Плитка шататься не будет. Года 2 травка даже расти не будет. Потом по-любому порастет. От травы никак ничего, таких способов мы не можем придумать. Кроме как ухаживание за плиткой. То есть помыть, обратно досыпать. Ну, если мы керхером помоем, получается, то там швы чуть вымываются, и надо будет обратно позасыпать. И, в принципе, если раз в год это делать, то, в принципе, будет очень все красиво. Цементом нельзя заметать, если цемент с песком. Это вот, как только я начинаю снимать видео про заметание швов, постоянно найдутся там десятки человек, которые надо с цементом, надо с цементом. Я не знаю. И они ну, типа на полном серьезе занимаются этим делом, и они до сих пор с цементом заметают. Они не понимают, что ли, что... Вот плитка будет после цемента вот такого белого цвета. Вот. Тут я просто напылил это, типа когда подрезал, и то она пылью побелела, да? Но вот если мы с цементом заметем, она вот такая вот белая, вот и останется уже все. Она будет... То есть тут сейчас такая серенькая, прям синеватая, а вот после цемента вот побелеет и будет ужас какой-то. А если у вас еще и цветная плитка, то там ужас в квадрате будет. Что по материалу? Вот сюда ушло, получается, 40 тонн песка. 20 тонн потратили смеси С12, это с бетоном на бордюре и с подсыпкой. Потом заказали еще 20 тонн сеянного песка. И он почти тоже весь ушел. Добавили на основание еще, что не хватило С12. И на ЦПС. Ну вот на 60 квадратов. Ну тут чуть-чуть подушка большеватая. Так-то меньше могло бы пойти, конечно, где-то 30 тонн всего всякого могло бы пойти. Если стандартная подушка, тут побольше была подушечка. Поэтому вот 40 тонн песка ушло. Цемента ушло. Сколько-то там у нас 40 где-то мешков. Кварцевого песка заказали 7 мешков. Плитка заславская, Хизбрикс. Плитка еще более-менее, бордюры, конечно. Бордюры какие-то ужасные у них, конечно. Как-то не понимаю. И они вроде бы такие ровные, типа таких дуги нету, но их что-то вообще так сложно ставить. Я уже вот третий объект уже с этих бортов делаю, и постоянно что-то с ними, вот, как будто они какие-то косоватые или что. Плитка нормальная, плитка чуть-чуть, ну, типа, с размерами, конечно, есть погрешность. Ну, это, типа, если взять мини-железобетон, то там на метре метр, а здесь на метре, там, типа, надо почти сантиметр добавлять. Она по размерам чуть-чуть волнуется. Ладно, все, заканчиваю. Надо доработать уже, да поехать домой. Всем пока.